Бывают моменты в вашей жизни, возможно, даже сейчас, когда давление на грудь словно гора. Счета растут. Болезнь не прекращается. Тишина на небесах становится громче, а ваши молитвы словно упираются в запертый потолок. Вы просыпаетесь посреди ночи, мысли лихорадочно мечутся от страха, душа молит об ответе. Вы спрашивали себя, когда же наступит моя очередь? Вы видели, как другие поднимаются, в то время как вы чувствуете себя застрявшим в круговерте нужды и безответных криков. Но позвольте мне обратиться к вашему сердцу, вы всего в одном божественном слове от полного изменения. Это не случайность. Вы не случайно наткнулись на это сообщение, святой разум, вы сейчас здесь. Потому что Бог услышал тебя, Он видел ночь, когда ты не могла дышать от слез. Он услышал безмолвную молитву, которую ты прошептала, никто другой не знал. Он видел жертву, которую ты приносила, даже когда тебе больше нечего было отдать. И сегодня Он ставит перед тобой божественный ключ, освященная тайна которой не только успокоит вас, но и откроет дверь сверхъестественное благословение, избыток и богатство, которое всегда было частью вашего вечного наследства. Существует скрытый духовный принцип, который большинство людей, даже верующих, упускают из виду. Именно поэтому так много людей живут, спасенными, но все еще застрявшими, искупленными, но все еще разоренными, любимыми, но все еще нуждающимися. Но сегодня все это заканчивается. Потому что вы вот-вот откроете для себя чудо истинно преобразующая тайна, это перевернет вашу реальность с ног на голову. Но слушайте внимательно, это откровение не для всех, это для тех, кто готов услышать от Бога. Для тех, кто осмеливается поверить, что то, что кажется неизбежным, не является фатальным. Что буря, в которой вы оказались, это не ваш конец, а ваше предназначение. Божественное предназначение для благословения, которое меняет все. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Позвольте мне прояснить, то, что вы видите, это не наказание. Это позиционирование. Вы позиционируете себя для своего чуда-урожая, и прежде чем это сообщение закончится, вы будете точно знать, что блокировало ваш прорыв, и что должно измениться в вашем вера, ваша молитва и ваше сердце для небеса открываются. Но ты должен остаться со мной. Потому что следующие несколько минут мы собираемся раскрыть последовательность божественных истин, которые дополняют друг друга. Пропустишь одну, и пропустишь всю. Ключ от двери вы молили Бога открыться. И я обещаю вам, это не очередное мотивационное послание, завуалированное на духовный язык. Это пророческое слово Божие, ваша следующая глава ждет, когда ее напишут. Золотые чернила, не слезы. Но есть процесс. И он начинается сейчас. Завет, что вы должны помнить. Освященное соглашение между небом и землей, о котором ты либо забыл, либо никогда не знал, что оно написано на твоем имени. Но прежде чем открыть этот завет, я должен спросить вас о чем-то глубоком и болезненном. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему другие, менее талантливые, менее верующие и менее борющиеся, живут, кажется, в благословении, в то время как вы все еще молите о малой доле того, что есть у них? Этот вопрос не обвинение, а приглашение. Приглашение в секретное место, где судьбы разблокированы и духовная слепота устранена. Потому что то, что вы сейчас получите, это не просто слово, это откровение, а божественная встреча, а сдвиг богатства, укорененной в вера и послушание. Так что оставайтесь. Оставайтесь до последнего слова, потому что в следующих нескольких минутах кроется истина настолько конкретная, настолько сильная, настолько личная, что, услышав ее, вы поймете без тени сомнения, это было для меня. Это Бог говорил напрямую в мою засуху, в мой долг, в мою задержку. И когда наступит этот момент, когда святый ключ щелкает в замке, все изменится. Вы стоите на краю вашего момента чуда. Но и секрет все еще скрыт,
и вы сейчас его услышите. Эту молитву вы сейчас услышите, если примете ее с полной верой, если примете ее не только умом, но и душой. Дух, твое сердце и ваш голос имеет право открывать двери, которые были заперты на замок года, двери, которым поколения до вас не могли получить доступ. Дверь богатства, выздоровления, восстановления, единства семьи, финансовый переток и да, даже двери божественные сюрпризы, что вы даже не представляете себе. Но послушайте это отчетливо, это не магия. Это не удача. Это не случайность, это неостановимая рука Божия, двигаясь в прямом ответе на ваша вера. Есть разница между теми, кто слышит слово и уходит неизменным, и теми, кто получает это, кто его активирует, кто объявить об этом, воспроизнеси это вслух, которые стоят на ней, как на скале, и говорят: «Боже, я верю». Вера не пассивна. Перформативная вера имеет звук. Вера имеет действие. Вера творит. Рай, остановись и слушай. Иисус сказал в Матфея 7:7: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Это не смутная надежда. Это не слабое предположение. Это сверхъестественное обещание, завитое с уст самого Сына Божьего. Если ты осмелишься просить, что-то будет дано. Если вы обязуетесь искать, что-нибудь божественное будет найден. И если вы достаточно смелы, чтобы стук, дверь, как бы долго она ни была закрыта, воля открыть. Но вот та часть, которую чаще всего упускают из виду: слово активируется только вера, и вера становится полной только через действие. Вы должны говорить эту истину. Ты должен требовать это благословение. Вы должны стук не робкими руками, а со смелостью, которая знает, что ты дитя обещания, а сосуд наследства, а носитель божественной власти. Ты должен напомнить своей душе, кто ты есть. Потому что враг неустанно трудился, чтобы убедить тебя, что ты всего лишь нищий у ворот, тогда как Бог написал твое имя на деле сокровищницы королевства. Поэтому сегодня говорите с авторитетом. Не просто слушайте это послание, привлекать это. Заявить над собой: в этот момент моя судьба меняется. В этот день начинается мое богатство. В этот час мое чудо обретает силу. Есть обильное благословение в духовном царстве, ожидая одного – ваш ответ веры. Давайте не будем притворяться, что жизнь не причинила вам боли, что нехватка была нереальной, что ночи были короткими, одиночество громким, а банковские счета мучительно пустыми. Но вы не одиноки в этом. Библия полна историй о мужчинах и женщинах, которые начинали недостаток, в отчаяние, в разбитость, но которая получила одно слово от Бога, и все изменилось. Вдова из 3 царств, глава 17, у которой осталась лишь горсть муки и немного масла. Она собирала хворост, чтобы приготовить последнюю трапезу для себя и своего сына перед смертью. Но затем пришло слово Господне через Илию. И поскольку она послушалась вера, потому что она взяла действие, ее масло не иссякло. Ее кувшин не опустел. Она черпала из чудодейственное средство, которое бросили вызов природе и заглушили голод. Понимаете, Бог не ограничен вашим банковским счетом. Он не ограничен экономикой. Он не ограничен вашим происхождением, образованием, прошлыми ошибками или размером ваших долгов. Он ищет одно – вера, которая движется. И когда вера движется, небеса движутся. Поэтому мне нужно, чтобы ты сделал кое-что прямо сейчас. Не будь просто слушателем. Будь искатель. Будь деятель. Будь говорящий слово. Вдохните жизнь в свой банковский счет. Вдохните изобилие в свой бизнес. Вдохните божественные перемены в свою семью. Используйте свой язык как оружие. Пророческое выравнивание. Мы заявляем:
я вхожу в богатство праведных. Я вступаю в божественное наследие. Я сею веру и пожну чудесный урожай. А теперь послушай меня. Если это что-то в тебе пробуждает, если это заставляет что-то в твоей груди снова оживать, то это и есть то подтверждение, которого ты ждал. Святой Дух стучится в дверь твоей души и говорит: «Твое время», но не уходите от этого момента неизменными. Проявите веру прямо сейчас и сделайте то, к чему призывает вас Дух. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас, да, прямо сейчас. Этот маленький поступок, хоть он и может показаться незначительным, это шаг веры. Это ты говоришь небесам: «Я не стыжусь этого слова. Я согласен. Я верю. Я принимаю». Ваш лайк – это не просто клик. Это сигнал в духовном мире, который говорит: «Рассчитывайте на меня». Слишком много людей пролистывают свои чудеса, ожидая молнии и грома. Но Бог часто действует в тихом шепоте, в моменте послушания, который внешне кажется простым, но открывает сверхъестественное ускорение внутри. И если вы верите, что это слово говорит с вами, тогда остановитесь и поставьте лайк этому видео сейчас, не просто как поддержка, но и как духовное соглашение. Объявите своим действием: «Я готов к тому, что дверь откроется». Некоторые из вас платят десятину, молятся, постятся, но все равно чувствуют, что ничего не меняется. Вы спрашиваете: «Почему мне кажется, что я застрял?» Но вот скрытая правда. Иногда Бог медлит, чтобы высвободить благословение не потому, что ваша вера слаба, а потому, что ваше позиционирование необходимо изменить. Вы должны прийти в выравнивание. Вы должны провозгласить обещание, произнести завет, смело стучать и продолжать стучать. Позвольте мне рассказать вам, чего боится враг верующего, который отказывается молчать. Верующий, который молитвой громче бури, воз говорит богатство в засуху, воз претендует на наследство, продолжая жить в дикой местности. Потому что такой верующий не просто выживает, а не преобразовать всю атмосферу вокруг них. Тебя никогда не звали жить в бедности. Ты не был создан, чтобы жить от зарплаты до зарплаты. Ты был создан по образу и подобию богатый Бог, а Бог-творец, а щедрый Отец, который обещал, что богатство нечестивых сберегается для праведных. Притчи 13 часов 22 минуты. И если вы во Христе, если ваше имя записано в книге жизни у Агнца, то это богатство, что наследование принадлежит ты. Но богатство – это не только деньги, душевное спокойствие, здоровье вашего тела, видение вашего будущего, единства в вашем доме, помазание в твоих словах, благосклонность в твоих шагах и чудеса на кончиках ваших пальцев. Это избыток. Иисус говорил в Евангелии от Иоанна 10:10: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Ты не создан для крошек. Ты создан для переполнения, и это переполнение начинается с выбора, решения принять это святая истина, это благословенное откровение и ответить верой. Вот почему я говорю вам снова: объявите об этом. Произнесите это. Напишите это в комментариях. Это слово мое, не молчи. Не позволяй страху задушить твою веру. Пусть этот момент станет твоим чудо обретает крылья. Ибо как Илья пришел к вдове с обетованием, так и я прихожу к вам с пророческим словом. Если вы отдадите Богу свою последнюю каплю веры, свой последний шепот надежды, Он умножит ее в урожай такой обширный, такой сверхъестественный, такой святой, что даже ты упадешь на колени в благоговении и скажешь: только Бог мог это сделать. Но мы еще не закончили. Даже близко не закончили. Потому что если вы думаете, что это слово сейчас сильное, то, что произойдет дальше, навсегда сломает хребет задержки. Я собираюсь погрузить вас глубже в библейское чудо, которое отражает ваш текущий шторм. И когда вы видите, как Бог двинулся тогда, вы поймете, что Он готовится к движению сейчас в вашей жизни, в ваших финансах, в вашем судьбе.
Так что не смей упускать этот момент. Секрет, скрытый в следующем разделе, это заставит все щелкнуть. Помните, что я сказал вам в начале, дверь уже поворачивается. Ключ рядом. Но прежде чем я открою это, вы должны подготовить свое сердце к принятию всей тяжести грядущего. Потому что чудо не просто появляется, а оно реагирует на веру, которая, видимо, выражена и поддерживается. Продолжайте наблюдать. Продолжайте молиться. Прорыв уже начался. Позвольте мне задать вам вопрос, который может оказаться более глубоким, чем вы ожидаете. Сколько чудес вы пропустили, не потому, что Бог их не послал, а потому, что вы не смогли видеть себя достойным получить их? Сколько благословений прошло мимо твоей двери, потому что твое сердце все еще было приковано к нищете, все еще сковано стыдом, все еще отдавалось эхом лжи, гласившей: именно такой жизнь всегда будет для тебя. Будьте честны с собой, как долго вы были убеждены, что избыток – это для других, но не для вас. Вы были обусловлены вашим прошлым, вашей семьей, вашими неудачами видеть себя постоянно выживающим, но никогда не процветающим. Всегда суетящимся, но никогда не отдыхающим. Всегда с трудом сводящим концы с концами, но никогда не пребывающим в божественном изобилии. Ваша личность была сформирована скорее борьбой, чем писанием. Это не простые вопросы, но они святые. Потому что, пока вы не столкнетесь с внутренней образ вы несете, внешнее благословение Бог хочет освободить всегда будет казаться чужим. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы остановились. Не из страха, а из-за верное отражение, увидьте себя такими, какими вас видит Бог. Больше никаких фильтров стыда. Больше никаких теней сожаления. Больше никаких сравнений. Только ты и Бог. Представьте, что вы стоите не под тяжестью долга или разочарования, а с поднятыми в знак победы руками. Представьте, что ваши руки переполнены не недостатком, а богатство, с благословения, с чудотворное обеспечение. Видеть, как ваши дети никогда не узнают о вашем голоде. Видеть, как ваш разум свободен от тревоги о следующем счете. Видеть, как ваше тело исцеляется. Ваш дух крепнет. Ваша личность укрепляется. Избыток, а не дефицит. Понимаете ли вы, что первое поле битвы – это не ваш банковский счет, а ваш разум? Вот почему в послании к Римлянам 12:2 говорится: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Трансформация начинается не с денег, а с образа мышления. С того, как вы думаете. С того, во что вы верите. С того, что вы говорите себе, когда вас никто не слушает. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, что вы провозглашали в своей жизни? Приведите свои слова в соответствие с верой или страх. Ты говорил, как ребенок обещать или как узник нужды? Ты повторял фразы, которые держат тебя в цепях, и я разорен. Слишком поздно. Такая жизнь не для меня. Или ты осмелился говорить в согласии с заветом Божиим: я благословлен. Я избран. Я голова, а не хвост. Я вхожу в свое наследие. Послушайте меня ясно. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны сначала изменить свой внутренний язык. Вы должны видеть, что видит Бог. Ты должен говорить, что говорят небеса. И ты должен полагать, что ваша текущая реальность не является пророчеством о вашем будущем. Это всего лишь почва, на которой вы чудо семи вот-вот вырвется наружу. Но давайте копнем глубже. Ведь дело не только в деньгах. Речь идет о судьбе, речь идет о том, чтобы наконец разрушить проклятие поколений, нехватку, борьбу, достаточно и выйти на новый уровень, помазания более чем достаточно. Речь идет о жизни с таким типом избыток, что позволяет вам благословлять других, финансировать видение, создавать наследие и стать живым свидетельством Божьей благости. От бедности к обеспеченности. От выживания к значимости. От беспокойства к поклонению.
от тревоги к помазанию, от долга к судьбе, от страха к вере, от ограничения к освобождению. Это то путешествие, в которое Бог хочет вас отправить прямо сейчас, но оно начинается с решения. Хотите ли вы остаться в знакомой боли нехватки? Или хотите войти в неизвестное переполнение Божьего обетования? Вы когда-нибудь позволяли себе представить, каково это не только оплачивать свои счета, но и оплачивать чужие? Вы представляли себе жизнь, в которой ваша годовая больше, чем ваш текущий доход? Жизнь, в которой ваша щедрость становится духовное оружие трансформации в жизни других людей? Вы здесь не только для того, чтобы выжить в этой жизни, к тебя призвали доминировать, к стюард, процветать, к вести, к строить, к сеять, и к урожаю вы были созданы, чтобы явить Царство Небесное здесь, на земле, не только через слова, но и через видимые, неоспоримые, сверхъестественные фрукты. Но ты не можешь нести будущее, которое не заявляешь. Ты не можешь получить то, что не веришь, что оно твое. И ты не можешь жить в избыток, держась за идентичность дефицита. Прямо сейчас я предлагаю вам сделать нечто священное. Представьте свою жизнь полностью свободной. Увидьте это ясно. Увидьте, как дверь вашей квартиры больше не захлопывается от стыда, а открывается, неся свет и покой. Увидьте, как ваши дети смотрят вам в глаза не со страхом, а с восхищением. Увидьте, как ваш стол полон еды, ваш холодильник полон продуктов, ваше сердце наполнено покоем. Увидьте, как вы входите в свое рабочее место, давая работу тем, у кого ее раньше не было. Увидь это. Скажи это. Поверь в это. Думайте, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Именно такой образ мышления заставил израильтян скитаться 40 лет. Целое поколение погибло в пустыне не потому, что Бог не был верен, а потому, что они не могли считать землю обетованную своей, они считали себя кузнечиками и жили как добыча. Но ты не кузнечик, ты воин, а семеноситель, а комбайн, а дитя божественного наследия. Это ваш момент освободиться. Это ваш момент переосмыслите свою идентичность. Ты не отвергнутый. Ты выкуплен. Ты не забыт. Ты благоприятствование. Ты не сломан. Ты живешь построенцем рукой Бога. Но вот правда, о которой многие не скажут. Врагу нет дела до вашей машины или вашего дома. Он гонится за вашими зрением. Твоя личность. Твое будущее. Он знает, что если он сможет заставить тебя считать себя маленькой, ты никогда не достигнешь чего-то большего. Но в тот момент, когда ты решишься полностью решить, что ты есть достойный изобилия, что ты есть создан для процветания, что ты есть помазан для переполнения, именно в этот момент цепи начинают падать. Именно в этот момент небеса начинают меняться. Поэтому я спрашиваю еще раз, как долго вы будете жить, не сдержав своего обещания? Доколе ты будешь ходить по краю изобилия, боясь войти? Доколе ты будешь позволять голосу страха звучать громче голоса Бога? Сегодня небеса ждут от тебя одного решения. Перемены. Нового заявления, которое гласит «Я покончил с нуждой». Я покончил со страхом. Я покончил с циклами, когда мне едва хватает. Я поверю в Слово Божье. Я войду в изобилие моего наследия. Я буду ходить как сосуд богатства, благословения и божественного пропитания. Вы не ждете чуда, чудо ждет тебя. И как вдова увидела, что мука ее умножается, как Петр увидел, что сети его прорываются от обилия рыбы, как Иосиф перешел из темницы во дворец, вам тоже предстоит испытать сверхъестественное возвышение, но сначала вы должны увидеть себя там, вы должны придерживаться той идентичности, которую Бог дал вам до сотворения мира. Ты не ошибка. Ты не забыт. Ты есть называется «отделить», и отмечено за изобилие не только финансовые,
но и духовные, эмоциональные, межпоколенческие богатства. Твой чудо идентичности ждет твоего принятия. И когда ты в него вступишь, ничто уже не останется прежним. А теперь приготовьтесь, потому что то, что я вам сейчас покажу, раскроет вам именно то, как эта трансформация начинается не в теории, а в реальности, в ощутимых проявлениях. Библейская истина. Вы ближе, чем думаете. Наследство уже записано на ваше имя, не дверь уже открывается, и урожай уже движется в вашем направлении. Но прежде чем мы продолжим, произнесите это вслух: «Я не тот, кем был. Я вступаю в свою судьбу завета. Я нахожусь в гармонии с Божьим изобилием. И я готов к своему чуду». Потому что следующий раздел собирается показать вам, почему Бог допустил борьбу, и как Он планирует использовать это как основу для вашего возвышения. Оставайся со мной. Откровение вот-вот углубится, и прорыв уже происходит. Чудеса, порожденные верой, это не случайные события. Это не случайности, совпадения или удачное стечение обстоятельств. Они божественные ответы тем, кто осмеливается верить, когда обстоятельства не дают оснований для надежды. Это сверхъестественные последствия сердца, полностью согласующегося с Божьим заветом, сердца, которое не дрогнуло перед промедлением, не отступило перед невозможностью и не пошло на компромисс, когда его окружила нужда. В Царстве Божьем вера – высшая валюта, и как любая валюта, она имеет силу, имеет ценность и приносит результаты, когда внесены в нужную почву. Позвольте мне раскрыть вам истину, которую по-настоящему понимают лишь немногие. Вера – это духовная валюта небес. Так же, как доллары или золото движут системами этого мира, вера движет сферой духа. Без него вы духовно опустошены, как бы ни казались полными ваши карманы. В послании к Евреям 11:6 говорится: «Без веры угодить Богу невозможно». Это слово «невозможно» не поэтично, оно категорично. Бог не реагирует на эмоции, манипуляции или просто отчаяние. Он реагирует на веру. И не смутная, поверхностная вера, а та, которая, как говорит, свиноматки движется и подчиняется, прежде чем чудо станет видимым. Именно здесь многие терпят неудачу. Они хотят урожая без семени. Они хотят прорыва без веры. Они хотят божественного ответа, не возлагая сначала на алтарь требования веры. Но небеса устроены не так, как мир. В мире нужны деньги, чтобы покупать вещи. В царстве нужна вера, чтобы разблокировать их. Вера – это то, что строит мост между естественного к сверхъестественному. Вера – это то, что активирует ресурсы небес и притягивает их в вашу нынешнюю реальность. Теперь позвольте мне показать вам этот принцип в действии. Обратитесь сердцем к книге Бытия, к истории человека по имени Авраам, отец веры. Бог призвал его оставить все привычное, свою землю, свой народ, свою безопасность и идти к обетованию, которое он не мог увидеть. Бог сказал: «Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя, и через тебя благословятся все народы». Бытие 12:2-3. Но Авраам был стар. Его жена, Сарра, была бесплодна. Естество сказало «нет», но обещание было сказано «да», и Авраам, хотя он и не колебался перед невозможностью, поверил Богу. И потому что он верил, Библия говорит, что это было вменено ему в праведность. Римлянам 4:3. Вы это видите? Вера была его валютой. И эта вера открывала ему доступ к наследию, которое будет иметь значение для всех будущих поколений. Авраам не получил свое наследство путем манипуляций. Он не стремился к нему только человеческими усилиями. Он верил, и его вера поставила его на выпускать, и он построил алтари, прежде чем увидел результаты. Он дал имена народам, прежде чем у него родился хотя бы один ребенок. Он двинулся к избытокции, еще живя в недостаток. То есть сверхъестественная экономика.
То есть царственная математика – это тот тип веры, который привлекает ресурсы в физический мир, потому что он соответствует вечная истина. Теперь я должен задать вам кое-что, возможно, самый важный вопрос в вашей жизни. На чем на самом деле строится ваша надежда? Основана ли ваша уверенность на вашей зарплате, сбережениях, резюме или связях? Или ваша надежда основана на вечное обещание Бога, который ни разу не нарушил ни одного слова Его завета? То, во что вы верите, определяет размер и содержание урожая, который вы получите. Потому что вера не просто ждет, а она действует, он движется. Он готовит. Он сажает. Он хвалит. Даже когда ничто не имеет смысла. И вот в чем святая дилемма. Когда Бог просит вашей веры, Он часто ставит вас в обстоятельства, противоречащие обещанию. Он позволяет земле высохнуть, прежде чем послать дождь. Он лишает ресурсов, прежде чем послать пропитание. Не для того, чтобы наказать вас, а чтобы испытать вас. Чтобы проверить, насколько вы вера реальна, если ваше доверие укоренено. Потому что вера, которая действует только тогда, когда это легко, это не вера, а удобство. Вспомните вдову из 4 книги Царств, глава 4. Ее муж умер. Пришли кредиторы. У нее не было ни денег, ни мужа, и ее сыновей грозило обратить в рабство. Но что сказал пророк Елисей? «Что есть у тебя дома?» Она ответила: «Ничего, кроме маленькой баночки масла». Кроме. В этом «кроме» и кроется чудо. Потому что Бог всегда начинает с того, что у тебя уже есть, вера не ждет идеального момента, она умножает то, что у вас в руках. Она послушалась. Она собрала кувшины. Она разлила. И пока был сосуд, масло продолжало течь. Это вера в действии, вера видит что-то в ничем. Вера готовит банки до того, как начнется переполнение. Вера привлекает дары не силой, а послушанием. Позвольте мне рассказать вам сейчас привилегированное правда, что очень немногие готовы принять. Вас уже окружает то, что вам нужно, но это ваша вера, это либо активирует его, либо ослепит вас. Решение не приходит откуда-то еще. Чудо уже сокрыто в вашем послушании. Вам не нужно гнаться за благословением. Вам нужно привести свою веру в соответствие с получить его. Сейчас может показаться, что этого недостаточно. Может показаться, что нефти мало. На вашем счете может быть мало. Но послушайте меня внимательно. Небеса реагируют не на вашу нужду, а на вашу веру, и когда эта вера усилится, нефть потечет. Ресурсы найдут вас. Урожай будет преследовать вас. Двери откроются не потому, что вы их заставили, а потому, что ваша вера постучала и небеса ответили. Вера никогда не молчит, оно говорит, когда голос слаб. Оно возвещает, когда бушует буря. Оно сеет, когда земля сухая. Оно дает, когда логика подсказывает: сдержись. Вера пророческая он называет несуществующее существующим. И ожидает, что Бог действует не когда-нибудь, а сейчас. Но позвольте мне предвосхитить нечто важное, то, что станет ясно буквально через несколько минут. Каждое великое действие Бога в вашей жизни начинается с проверки доверия, испытания веры. Решение повиноваться, даже если указания не имеют никакого земного смысла. Потому что вера всегда тянется из будущего и насаждается в настоящем. А теперь послушайте меня. Прямо сейчас вы проходите божественное испытание, вы были предназначены для этого слова. И теперь вопрос не в том, благословит ли вас Бог. Это уже решено. Вопрос в следующем: поверите ли вы настолько, чтобы двигаться, приготовишь ли ты кувшины? Произнесешь ли ты обещание? Будешь ли ты вести себя так, будто провизия уже в пути?
Вера без дел мертва. Это не мнение, а Писание. В послании Иакова 2 часа 17 минут говорится: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Нельзя сказать, что веришь, и остаться неподвижным. Нельзя говорить о жатве и не сеять. Нельзя просить о избытке, живя в страхе отпустить. Поэтому спросите себя, что Бог просит вас делать прямо сейчас, с верой, что откроет вам дверь на следующий уровень обеспечения. Это может быть прощение. Сеять. Делать шаг. Начинать что-то. Говорить смело. Что бы это ни было, не ждите идеального состояния, действуйте с верой сейчас, потому что сверхъестественное не подчиняется логике, оно подчиняется. Через мгновение я проведу вас в молитву, это запечатает это откровение в вашем духе. Но прежде вы должны выбрать перемену от пассивности к пророчеству, от осторожности к смелости, от страха к полному доверию, от земных стремлений к божественному выравниванию. Вы услышали слово. Вы увидели доказательства. И теперь чудо стучится. Вопрос такой: ответит ли твоя вера? Оставайтесь со мной, потому что в следующей части вы получите молитву, которая несет в себе силу завета, авторитет Писания и благословение божественного выравнивания. Это не просто очередная молитва. Это ключ о духовное раскрытие. Это привнесет все, о чем мы говорили, в реальное, ощутимое, сверхъестественное движение в вашу жизнь. Небеса слушают. Благословение близко. Масло готово. Теперь приготовьте свое сердце. Урожай ждет твоего приказа. Возможно, ты много раз молился и задавался вопросом: почему это до сих пор не произошло? Ты плакал. Ты постился. Ты кричал в темноте. Но все еще тишина. Все еще ожидание. И ты начал верить, что, возможно, небеса отвернулись от тебя. Но послушай, дитя, Бог не глухой. Он недалекий. Он не отвергает тебя, то, что Он делает, это ожидание выравнивания. Потому что молитва заключается не в том, чтобы убедить Бога, а в том, чтобы подготовить себя к получению того, что Он уже пожелал для вашей жизни. Многие считают молитву представлением. Они думают, что если достаточно плакать, достаточно долго кричать или использовать священное слово, то убедят Бога действовать. Но послушайте внимательно, самая сильная молитва не самая громкая, а самая выровненная молитва – это не манипуляция. Это активация, вы не просите благословения, вы открываете дверь тому, что уже есть, только готовый, уже обещал, уже записано в ваше божественное наследие. Богу не нужно убеждать вас благословлять, Он есть благословение, Он ждет именно твоего соглашения. И согласие происходит, когда ваш дух, мысли и исповедь приходите в соответствии с Его Словом. Когда вы молитесь из этого состояния, ни страха, ни отчаяния, а вера, вы зажигаете сверхъестественная механика духовного закона. Небеса отвечают не на вашу панику, а на вашу позицию. Эта позиция называется вера. Позвольте мне раскрыть кое-что, что понимают лишь немногие. Молитва – это духовный двигатель преобразований, но благодарность – это топливо. В Библии сказано: «Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это не просто поэтическая строка. Это божественный план. Бог говорит вам: когда молишься, действуй так, как будто это уже произошло. Чудо не рождается в момент прошения, оно рождается в момент вера. И доказательство вера – это не слезы. Это не мольбы. Это день благодарения. Итак, вот священный ключ. Ваша молитва должна завершаться благодарностью. Не когда-нибудь. Не после того, как это случится. Сейчас, потому что в тот момент, когда ты благодаришь, чудо происходит в тот момент, когда вы говорите атмосфере: «Я доверяю Богу больше, чем тому, что вижу».
И когда атмосфера слышит такую веру, он меняется. Вот тогда закрытые двери скрипят, открываясь. Вот тогда задержки перерыв. Вот тогда урожай наступает стремительно. Давайте разберем это подробно, чтобы не было путаницы, потому что это святая наука, духовный закон и божественная механика в движении. Шаг 1. Выравнивание. Прежде чем спросить, спросите себя, соответствует ли мое сердце Божьей воле. Это значит проверить свои мотивы. Вы просите о чем-то только для того, чтобы избежать боли или доказать что-то другим? Или вы просите, потому что верите в Божий замысел лучше, чем ваш план? Согласованность означает, что ваша молитва отражает его обещание. Вы говорите то, что уже сказано в Слове. Вы провозглашаете то, что уже было сказано. Написано на небесах. Шаг 2. Атмосфера. Нельзя посеять семена веры в атмосфере сомнений. Комната имеет значение. Настроение имеет значение. Энергия важна. Избавьтесь от негатива. Заглушите голос страха. Выключите телефон, если необходимо. Сделайте свое окружение храмом, потому что молитва – это священное действо, не случайный разговор. Благословение Божие не поселится в пространстве, наполненном горечью, отвлечением внимания и жалобами. Создайте святую атмосферу, которая привлечет святой результат. Шаг 3. Постоянство. Нельзя один раз полить семя и потом ожидать, что из него вырастет лесок. Молитва – это ритм, это не разовая просьба. Приходите еще. Даже когда вы устали. Даже когда кажется, что все неподвижно. Постоянство – доказательство доверия. Когда вы продолжаете молиться, вы говорите духовному миру: «Я все еще верю, даже когда это кажется невозможным». И, дитя мое, вот тогда Бог умножает то, что в твоих руках. Шаг 4. Благодарность заранее – это последний и самый мощный сдвиг. Не ждите, пока исцеление скажет вам спасибо. Не ждите, пока чек оплатят или дверь откроется. Вы скажите «спасибо», сейчас поднимите руки и провозгласите: «Благословляю тебя, Господь, за то, что ты уже делаешь за кулисами. Я славлю тебя не потому, что вижу это, а потому, что знаю, что это грядет». Вот такая вера, которая горы двигает. Вот такая вера. Молитва, которая разрывает циклы нищеты и открывает реки изобилия. Давайте теперь ближе к делу. Почему это важно для вашего богатства, твое чудо, ваше наследство? Потому что, если вы молитесь из-за паники, вы привлечете больше страха, чем веры. Если вы молитесь из-за чувства вины, вы останетесь в круговороте недостойности. Но если вы начнете молиться из-за уверенности в завете, вы начнете видеть божественное ускорение. Двери, в которые вы стучались годами, распахнутся настежь. Задержки, казавшиеся вечными, растворятся за считанные дни. Это не шумиха. Это духовная причина и следствие. Позвольте мне прояснить. Эффективная молитва не мистична, она механистична. Он действует по вечному закону. Подобно тому, как гравитация тянет вещи вниз, наполненная верой и благодарностью молитва притягивает невидимое в видимое. Дело не в удаче. Дело не в том, чтобы быть выбранным наугад. Дело в том, чтобы знать, что ты уже избран, и молиться об этом. Бог сказал в Исаии 65:24: «Прежде чем они вызовут, я отвечу. Пока они еще говорят, я услышу». Вы понимаете, что это значит? Ваш ответ существует еще до того, как ваш голос закончит предложение, но ключ к доступу к нему – соглашение. Вы должны согласовать свою молитву с его целью. Вы должны создать атмосферу мира. Вы должны быть стойкими, даже в молчании. И вы должны благодарить его. Как будто посылка уже пришла. Чувствуете ли вы сейчас перемену в своей душе? Это не эмоции. Это гармония. Это ваш внутренний человек,
пробуждающаяся тайная структура сверхъестественной молитвы. С этого момента ваши слова будут нести масса, ваши молитвы больше не будут парить в воздухе. Они приземлятся. Они приземлятся точь корень, и они будут приносить плоды не из-за того, как долго вы молитесь, а из-за того, как истинный твой дух, когда ты это делаешь. Если это слово затронуло ваше сердце, если вы чувствуете этот трепет, этот огонь, эту ясность, я хочу, чтобы вы сейчас написали в комментариях: «Я получаю это благословение», не ждите. Не медлите. Это публичное заявление, первая точка 7 вашего нового урожая. Это первая открывающаяся дверь. Это звук, который говорит врагу: «Я знаю ключ. У меня есть код. Я вступаю навстречу своей судьбе». Произнесите это со всей верой: «Я получаю это благословение». Вот этот момент, дитя мое. Вот тут начинается преображение. Не тогда, когда молитва услышана, а когда молитва меняет тебя. А теперь идите вперед в гармонии, в благодарности, в силе. Потому что небеса ждут вашего согласия. И чудо уже движется. Вы услышали слово. Вы почувствовали движение. Но теперь настало время кульминация. Место, где вера становится поведей. Где откровение становится движение. Где молитва становится сила в действии. Потому что, дитя, благословение не поддерживается эмоциями, оно поддерживается принцип. Есть 3 столпа, 3 священных закона, на которых зиждется каждое божественное чудо. Вера, благодарность и щедрость, без них двери, которые вы открываете в молитве, снова закроются. Но с ними вы будете жить в открытых окнах небесных. Начнем с того, где начинаются все чудеса – вера. Вера – это не чувство. Вера – это не уверенность в себе. Вера – это вещество того, на что вы надеетесь. Это невидимый материал, из которого каждое видимое чудо создано. В послании к Евреям 11:1 говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это значит, что если вы хотите завтра держать его в своих руках, вы должны верить в него всем сердцем к сегодня. Но послушайте это, и послушайте ясно: вера не фантазия, вера – это не мечта, а действие, основанное на Божьи обещания, а не ваше предпочтение. Это выбор действовать так, как будто Слово Божье реальнее, чем шторм реальнее, чем щита реальнее, чем диагноз. Это переход через мост доверять, даже если вы не видите другую сторону. Подумайте об Аврааме. Бог повелел ему оставить все и отправиться в землю, которую он никогда не видел. Ни карты, ни маршрута. Просто «обещайте» пошел Авраам. Это была вера в движение, и благодаря этому Авраам получил не просто землю, а завет, а чудозвук, и многопоколенное наследование. Ваше чудо ждет вас по ту сторону вашего послушания. И ваше послушание – это истинное доказательство вашей веры. Но, дитя мое, даже вера должна быть защищенной, иначе он завянет. Вот тут-то и появляется второй столб – благодарность. Благодарность – это атмосфера, в которой вера растет. Это земля чудес. Без нее ваша вера может быть искренней, но она станет хрупкой. Благодарность – это то, что хранит ваше сердце только скромный, твои глаза поднял, и ваш дух открыть получать снова и снова. Это противоядие от права и лекарство от сравнения. В то время как другие спрашивают: «Почему у меня нет большего?», благодарность говорит: «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты уже дал мне». Хотите узнать, почему многие люди молятся с верой, но все равно чувствуют себя опустошенными? Потому что они забывают о второй части уравнения. Они просят с верой, но забывают ответить благодарностью. Благодарность – это не просто реакция на хорошие новости,
это доказательство того, что вы доверяете новостям еще до их появления. Это благодарность Богу не только за то, что Он сделал, но и за то, что Он сделает, даже если Он еще не появился. Иисус дал нам прекрасный пример. Прежде чем умножить 5 хлебов и 2 рыбы, чтобы накормить более 5000 человек, Он не впал в панику. Он не задавал вопросов. Он даже не спрашивал. Он просто поблагодарил. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, возблагодарил и преломил хлебы. Матфея 14 часов 19 минут. Благодарность стала спусковым крючком. Благодарность открыла сверхъестественное. Благодарность сделала недостаточно становиться более чем достаточно. Итак, мы прошли через вера, мост. И благодарность – почва. Теперь третий столб – тот, который пугает многих, но также держит величайший прорыв – щедрость. Щедрость – это не то, сколько у тебя есть. Она в том, чем ты готов поделиться. И, дитя мое, позволь этой истине глубоко проникнуть в твое сердце. Ничто не покидает твоих рук, не войдя в Божий план. То, что ты отдаешь, Бог умножает. То, что ты держишь в страхе, Бог не может благословить. Ибо Царство Небесное действует по одному вечному закону. Что посеешь, то и пожнешь. Не то, чего ты надеешься. Не то, чего ты хочешь. Что? Ты сеять, подумайте о вдове из Сарепты. Голод в стране. Нет еды. Нет безопасности. Только горсть муки и немного масла. Она готовила свой хлеб. Последний прием пищи, когда пришел пророк Илия. О чем он спросил? «Сначала сделай мне маленький тортик. Представьте себе дерзость». Но она послушалась. Она дала ей последний. Из-за этого Бог дал ей постоянный приток. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало. 3 царств 17 часов 16 минут. Еедрость активировала чудо. Итак, что это значит для вас сейчас? Это означает следующее. Ваш следующий прорыв не ждет на небесах, он ждет в ваших руках. Когда вы молитесь с верой, благодарите заранее и жертвуете. Даже если это вам не по силам, вы присоединяетесь к глубочайшие духовные механизмы процветания. Ты больше не наблюдатель чудес. Ты становишься соавтор с небесами. Если это сообщение затронуло что-то глубоко в вас, если вы готовы преобразить не только свои молитвы, но и свою жизнь, тогда расскажите об этом в комментариях. Я ходю в вере, благодарности и щедрости. Произнесите это вслух. Произнесите это смело. Пусть Духовное Царство услышит, как вы это провозглашаете. Это выравнивание, которое превращает небольшие молитвы в огромные плоды. Это поток божественное благословение. Итак, помните, веростроит мост. Благодарность подготавливает почву. И щедрости пускает дождь. А теперь, детка, приготовься к своему чуду урожая. Итак, возлюбленные, мы прошли этот священный путь вместе, шаг за шагом, откровение за откровением. Мы начали с кризиса, мы открыли механизмы молитвы, мы заложили столпы веры, благодарности и щедрости, и теперь мы достигли порога сверхъестественного. Это тот момент, когда ваши ожидания становятся вашим возвышением. Это тот момент, когда Бог встречает ваше движение. Потому что ребенок ожидания – это не просто надежда, это святая уверенность, это огонь, горящий в духе тех, кто знает свой завет с Богом. Он не пассивен. Он невежлив. К ожиданию – это агрессивная вера, это решение просыпаться каждое утро с непоколебимой уверенностью. Сегодня мое чудо может произойти, не потому, что ты этого заслуживаешь. Не потому, что ты это заслужил, а потому, что Бог обещал это. Помните женщину с кровотечением. 12 лет страданий. 12 лет одиночества.
12 лет, когда она тратила все, что имела, и ей становилось все хуже. Но она не умерла от отчаяния. Она сделала решение двигаться в ожидании, она сказала себе, не вслух, не толпе, не друзьям, а в глубине души: если я смогу хотя бы прикоснуться к краю его одежды, я исцелюсь. Это внутреннее заявление имело больше силы, чем 1000 внешних молитв. Потому что ожидание – это внутреннее соответствие божественной истине. Эта женщина прорвалась сквозь шум, сквозь страх, сквозь закон, запрещавший ей даже появляться на публике. И что же произошло? В тот момент, когда она прикоснулась к Иисусу, добродетель оставила его, сила с небес вошла в ее тело. И Иисус остановился и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Что отличало ее от сотен людей, окружавших его в тот день? Одно – ее ожидание было живым. Поэтому я спрашиваю тебя сейчас, дорогое дитя Божье, чего вы ожидаете? Вы ожидаете задержки? Вы ожидаете разочарования? Или вы идете в ногу со временем, священная смелость которой говорит: «Бог мой да восполнит все мои нужды по богатству своему в славе». Филиппийцам 4 часа 19 минут. Потому что ты не получаешь то, чего желаешь, ты получаешь то, к чему готовишься. И если вы прошли со мной через это полное послание, то я верю, что вы готовы не просто молиться, не просто надеяться, находить в полной уверенности богоблагословение, Его чудо и Его наследование для тебя. Теперь ты понимаешь, что вера – это ваш фундамент, благодарность чаша топлива, щедрость – ваш дверной проем, и ожидание – это сосуд, который доставит чудо к вашему порогу. Не покидай это пространство, не запечатав его в своем духе. Подними руки, открой сердце и скажи: «Отче, я принимаю. Благодарю Тебя. Ожидаю». Повторите еще раз, на этот раз громче. Пусть все ваше окружение ощутит тяжесть вашей веры. Получаю. Благодарю. Ожидаю, потому что это звук урожая в движении. Это вибрации и божественное ускорение. Позвольте мне помолиться за вас во имя живого Бога. Отче, во имя Иисуса, благодарю Тебя за этого сына, за эту дочь, которая осталась до конца этого послания не только ради вдохновения, но и ради передачи. Пусть сказанные слова пустят корни, как семена в плодородной почве. Пусть чудеса начнут прорастать и цвести не когда-нибудь, а сейчас. Пусть атмосфера в их доме изменится. Пусть двери откроются. Пусть болезни уйдут. Пусть пропитание будет избытком. Пусть страх растворится. Пусть вера возрастет. Пусть благодарность станет их ежедневным гимном. Пусть щедрость направит их шаги. И пусть святое ожидание направит их взор не на то, чего не хватает, а на то, что есть точка приходящей. Потому что это является грядет дитя. Благословение не позади тебя, оно впереди. Ответ не потерян, он есть в пути наследства не для кого-то другого, а на твой. Задержка была не отрицанием, а подготовкой. И теперь, с открытыми руками и готовым сердцем, вы войдете в нее не как нищий, а как наследник королевства. Ключ уже в вашем распоряжении. Дверь уже разблокирован. Но послушай, не позволяй этому стать концом твоего пути. Пусть это будет начало. Есть больше секретов быть раскрытым. Подробнее благословения будут раскрыты. Более преобразование, если это слово зажгло огонь в вашем духе, если вы почувствовали, как Бог говорит с вами в эти минуты вместе. Я хочу, чтобы ты сделал 3 вещи прямо сейчас. Первый. Перейдите в комментарии и напишите эти слова: «Я ожидаю своего чуда». Это заявление – форма пророческого согласия. Произнося его, вы настраиваете свой дух на небеса. Вы говорите Вселенной, врагу, своему прошлому, своим страхам: «Я выбираю веру. Я выбираю обетование. Я выбираю Божий план.
Второй, если вы еще этого не сделали, подписаться на этот канал. Почему? Потому что это не просто видео, это судно каждое послание, каждая молитва, каждое учение и часть вашего духовное путешествие к изобилию, исцелению и цели. Когда вы остаетесь на связи, вы остаетесь позиционируется. И то, что Бог начинает здесь в вас, Он будет продолжать строить послание за посланием, откровение за откровением. Третье, я приглашаю вас поделиться этим посланием с тем, кто верит в чудо. С тем, чья вера подверглась испытанию. С тем, кому нужно напомнить, что Бог все еще движется, вы можете стать голосом, который возрождает чьи-то ожидания. Вы можете стать семьей их следующего благословения. А теперь, завершая эту священную сессию, сделайте глубокий вдох и почувствуйте эту истину: Бог за тебя. Бог с тобой. Бог действует даже сейчас. Ты не забыт. Ты не заброшен. Ты избранный, помазанный, назначенный и поставленный на служение. Тот же Бог, который умножил хлебы, который открыл глаза слепым, который исцелил женщину с кровотечением, тот же Бог посещает твою жизнь сегодня не просто вдохновением, но и проявлением. Итак, идите вперед, не как тот, кто просит объедки, а как тот, кто смело вступает в свою жизнь божественное наследие. И помните, чудо – это не тайна. Это естественный результат веры, благодарности, щедрости и святого ожидания. Ваша история только начинается. Ваш прорыв уже на подходе. И ваше благословение уже в пути. Оставайтесь в этой позе. Оставайтесь в этом потоке. И до следующего сообщения может быть Божий завет, Божье изобилие и Божьи обетования продолжать догонять вас, удивлять вас и возвышать вас выше, чем вы когда-либо мечтали. Теперь прокомментируйте: «Я ожидаю своего чуда». Подпишитесь. Оставайтесь на связи. И готовьтесь